привет! В этом видео приготовлю очень интересный, необычный, волшебный декор для торта. Если вам интересно, что это такое и как это приготовить, смотрите дальше. Нам понадобится желатин 20 грамм и 50 грамм вода. Желатин замачиваем в воде, оставляем для набухания и потом добавляем 1 чайную ложку глицерина. Глицерин обязательно. Потом желатин растапливаем. Берем вафельную бумагу, тонкую. Распечатала я вот такую картинку. Можно брать просто вафельную бумагу, а можно брать уже распечатанную с каким-нибудь рисунком. Желатин подогреваем. Я специально померила температуру, с какой удобно работать. И мне удобно было работать, когда эта масса была 50 градусов. Берем кисточку. Надо тут брать мягкую и по возможности большую. Но у меня не было большой кисточки, я пользовалась обычной маленькой кисточкой. Но важно, чтобы она была довольно мягкая. Наносим желатиновую массу уверенно, но в то же время как бы аккуратно, чтобы не повредить вафельную бумагу. Наносить надо так, чтобы все места были как бы промазанные. 2 раза по одному месту мазать лучше не надо, тогда будет неаккуратный слой и в конце не так хорошо будет выглядеть будущая ткань. Чем аккуратнее, тем красивее будет в конце. Оставляем, чтобы она высохла. В это время я уже промазывала вторую бумагу. И вначале надо промазывать ту сторону, где распечатана картинка. Если вы берете просто белый лист, тогда все равно с какой стороны обмазывать. Но если у вас картинка, то первым делом мы промазываем саму картинку и только потом ту часть, которая белая. Картинка нам находится на гладкой стороне. Через 5 минут все высохло. Можем аккуратно снимать с силиконового коврика. Еще обязательно использовать силиконовый коврик, так как желатин прилипает, и нам надо, чтобы аккуратно можно было отлепить, поднять, перевернуть, чтобы ничего нигде не порвалось. Переворачиваем аккуратно, сгладываем по возможности все складки. Чем у нас меньше будет складки, пузыри под низом, воздух, тем легче будет промазывать вот эту сторону. Постоянно надо проверять, чтобы желатиновая масса была 50 градусов. Конечно, она остывает, и нам надо ее подогревать. Подогрели и обмазываем вторую сторону нашей бумаги. Если температура будет ниже, масса будет гуще и ее будет труднее наносить. Поэтому я проверила, что 50 градусов, она такой консистенции, как удобно работать, наносить тонкий аккуратный слой. Видите, у меня образовались вот такие пузыри. Оставила такие складки, и там образовались такие пузыри. Это как бы ничего, просто труднее промазывать, они немного мешают. Там, если неаккуратно промазать, можно порвать.
Просто надо все делать аккуратно. Промазываем тоже сами края. Пока одна бумага сохнет, мы промазываем вторую. 20 грамм желатина хватает промазать где-то 4 листа. И вот когда промазали обе стороны и высохло, прошло примерно 5 минут, как промазали вторую сторону, нам надо посыпать крахмалом, любым, кукурузным, картофельным, тут нету разницы. И потом с кисточкой все снимать лишнее. Тут тоже, если у вас большая, очень мягкая кисточка, тогда это будет делаться быстрее и легче. Все надо делать аккуратно, чтобы не повредить бумагу. Я тут меняла кисточки, смотрела, с какой удобнее работать. Нанесли крахмал на одну сторону, переворачиваем и потом сыпем крахмал на вторую сторону. И так же само снимаем лишний крахмал. Вначале ту сторону, где картинка, когда посыпем крахмалом, она будет более такая, как мутная. Цвет немного как бы спрячется за этим слоем крахмала. Поэтому надо аккуратно снять по возможности больше, чтобы там крахмал почти не остался, только так, чтобы бумага не липла. Крахмал мы наносим только для того, чтобы эта желатиновая поверхность не липла. Я не скажу, что она очень липкая. Можно и работать, и использовать без крахмала, но немного она будет так между собой слипаться. Поэтому наносим крахмал, и она становится, вот эта вся бумага, желатиновая уже бумага, становится более похожа на ткань, на такую матовую ткань. Видите, я ее как бы сейчас
сжимаю, и она вообще не липнет. Потом я подумала, если крахмал нужен только для того, чтобы она не липла, попробую я сделать, промазать не крахмалом, а растительным маслом. Взяла вот вторую бумагу, которая тоже уже высохла. С одной стороны промазала крахмалом. Это с той стороны, где нету рисунка, я промазала крахмалом. А на рисунок просто руками нанесла очень тонкий слой растительного масла. Видите, как блестит? И он между собой как бы так немного может слипнуться. Вот так просто беру, промазываю руки растительным маслом и прохожусь по всей поверхности картинки. Так, чтобы был тонкий слой и бумага не липла. Этот вариант с растительным маслом мне понравился гораздо лучше, так как у бумаги остается естественный цвет, он не пропадает, не становится мутной. Бумага остается такая блестящая. Но тут скажу, тут надо смотреть, что вы готовите, для чего будете использовать вот эту бумагу, уже не бумагу, а как бы ткань. Вот эту я промазала с одной стороны крахмал, с другой стороны растительное масло. И вот у меня третий вариант, который с обоих сторон я промазала только растительным маслом. Тут я крахмал вообще не добавляла. И это более такой эластичный, очень-очень такой мягкий. Если крахмал придает больше такой как бы суховатый, то растительное масло больше удерживает влагу и не дает высыхать. Она очень такая, как резиновая, как ткань, как пленка. Вот трудно описать. Вот этот вариант мне очень понравился. Но повторюсь, тут надо смотреть, что мы будем готовить, для чего мы будем использовать. Потому что если есть варианты, где надо, чтобы вот эта ткань была блестящая, а есть идеи, которые можно выполнять с вот матовой такой тканью.
Смотрите, насколько это эластично, насколько это красиво. Уже столько идей, какие торты можно приготовить. Использовать можем, распечатывать различные картинки. Я этот рецепт, эту идею с вафельной бумагой уже знаю примерно 3-4 года. Я даже готовила один раз, но мне в тот момент как бы не показалось ничего такого настолько интересного, чтобы продолжать пользоваться этим рецептом. Но сейчас я вот распечатала специально вот такие картинки интересные, и в результате получается необыкновенный декор. А как его использовать, тут вариантов очень много. Тут я попробовала эту бумагу промазать не крахмалом, а сухими красителями. Просто сухими красителями промазала с обоих сторон, чтобы бумага не липла, и в то же время придала нужный цвет.
второй вариант — использовать кондурины. Золотой, серебряный, перламутровый. Это тоже вариант, но кондурины уходит довольно много. Эта ткань в себя впитывает, и чтобы она была непрозрачная, кондурин надо использовать довольно много. Как хранить этот декор? 100% я ответить еще не могу, так как я его только приготовила и еще не знаю, как он будет храниться. Но сразу скажу, что долго его хранить нельзя, так как тут желатиновая масса, и желатиновая масса, если стоит, она покроется плесенью. Поэтому я советую этот декор готовить тогда, когда его надо использовать, без проблем, тут нету никаких заморочек, поэтому лучше приготовили, сразу используйте, не храните. Я в каком-нибудь видео, когда буду использовать на торте, я вот тогда расскажу, как она мне хранилась, как она менялась. Но в этот момент, мне кажется, лучше не хранить, а готовить и сразу использовать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь. Если есть какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях. Я буду очень рада на них ответить. Всем пока!